Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. В сезон тыквы предлагаю вместе со мной сегодня приготовить насыпной пирог с тыквенной начинкой. Он быстрый в приготовлении и довольно вкусный. Готовится из сухого песочного теста. Самое сложное в этом пироге – это натереть на мелкой терке тыкву. Для рецепта мы берем для теста муку, сахар, яйца, соль, разрыхлитель, ванильный сахар, уксус, сливочное масло, это ж песочное тесто. А для начинки у нас идет тыква, лимон и сахар. Приступаем к приготовлению теста. Просеиваем через сито муку, чтобы она была более пушистая и без комочков. Добавляем разрыхлитель. Можно тоже просеять. Дальше ванильный сахар. Сахар и соль. Перемешаем немного. Так, а теперь будем натирать сливочное масло. Сливочное масло я только достала из морозильной камеры. Оно такое хорошо замерзшее. Так, сейчас еще из тарелочки снять надо. И быстро натираем на крупной терке. Перемешиваем все, но сильно руками не греем масло, иначе оно начнет плавиться. Нам этого не надо. Вот так вот перетираем быстро. Теперь сюда добавляем уксус и 2 желтка. Перемешиваем тесто. У нас получается вот такая вот крошка. Когда берешь в руки, она сжимается, да? Ну и тут же рассыпается. Вот это то, что нужно. Это насыпной у нас будет пирог. То есть вот такая вот крошка. Теперь берем форму. У меня разъемная, 28 сантиметров. Я дно проложила пергаментной бумагой. Берем 2/3, давайте сюда поставлю ближе, 2/3 теста этой крошки перекладываем в форму, 1/3 оставляем, это будет сверху пирог посыпаться. И надо выровнять поверхность. Можно делать ручкой, но очень быстро, чтобы не согреть масло. Или какой-нибудь металлической кружкой, половником. Все, буквально так немножко выравниваем. И убираем в холодильник. И тесто в форме. И вот эту вот еще кружку оставшуюся. Пока будем заниматься сейчас начинкой. Почистила тыкву, взвесила. Вот этот кусочек целый килограмм. Мне надо всего лишь полкило. Кстати, семечки у этой тыквы голые такая, голосеменная тыква. То есть можно сразу же их сушить и кушать. Можно так кушать. Тыква у меня, конечно, светленькая, но ничего, пойдет. Теперь мне надо этот кусочек натереть на мелкой терке. Тыква у меня очень сочная, вот у него много-много сока, а я сюда еще хочу к ней добавить лимонный сок, поэтому немного сока я отожму тыквенного, чтобы у меня пирог не потек. Вон сколько сока с нее вытекает. Добавляем к тыкве сахар, цедру 1 лимона. Так, теперь нам надо добавить сок половинки лимона. Перемешиваем начинку.
Выкладываем начинку на тесто и выравниваем. Сверху пирог посыпаем оставшейся крошкой. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Пирог у меня по времени запекался 50 минут. Оставляем его остывать в форме. Пирог готов. Смотрим, какой он у нас получился. Ну, здесь не сильно видно, поэтому будем разрезать и смотреть. Такой хрустящей корочкой. Смотрим. Начинка у нас спрятана между двух слоев теста. И на цвет такая желтенькая, даже не скажешь, что тыква, а как будто бы лимонный, да, у нас пирог. Если тыква будет оранжевая, то цвет более такой насыщенный получится. Пирог очень ароматный, красивый, хрустящий. Так что готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!